Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сегодня самые мои любимые заготовки из помидоров на зиму. Покажу, как просто я с этим управляюсь. Рецепты на любой вкус и цвет. Вкусные, простые и интересные. В прошлом году я делилась интересным рецептом – соком из квашеных помидоров. Многие знают этот рецепт с небольшими поправками. Раньше наши бабушки делали его в больших кастрюлях или в деревянных бочках и хранили в подвале. И тогда всю зиму наслаждались вкуснейшими блюдами с этим морсом. Так называют его в нашей семье. Это совершенно разные вещи между томатным соком перекрученным, как пишут мне, и квашеными помидорами перекрученными. Многие, кто пробовал, согласны со мной, это вкусно. Я просто переделала этот рецепт под себя, под городскую жизнь. Делаю в банках, провариваю его, и тогда он прекрасно хранится даже на кухне, просто в тумбочке. Конечно же, друзья, если у вас есть погреб, подвал, холодное помещение, оставляйте его сырым. В нем очень много витамин, молочная кислота, натуральное брожение, ферментация. Это полезно для нашего организма, как хлеб на закваске, то же самое. Что я из него готовлю? Все. Борщ, суп, подливы, маринады, заправки для салатов, капусточку тушу, вот такая вещь получается. Макачку, вареники макаем, тоже очень вкусно. Даже просто лук, нашинковать лучок, залить этим морсом, постного маслица ароматного и... Ой, все, рефлекс. Я думаю, вы понимаете, как это вкусно. Ставьте лайки, друзья, это просто гениальный рецепт. Наши бабушки знали толк в приготовлении еды. Помидоры. Нужно взять спелые, неважно, крупные, мелкие, можно с дефектами, потом их просто обрезать, эти дефекты. Главное, чтобы они были спелые и мясистые. Мою просто под проточной водой. А теперь беру 3-литровые банки. На дно выкладываю по несколько зубчиков чеснока. Я его даже не чистила, прямо вот так вот. Перец. Помните, я оставляла, говорила, мне понадобится для другого рецепта. Беру грубо, нарезаю прям семечками, с плодоножкой и в банке. Оп. Укроп. С палками, с ветками. Также грубо. Все как положено. Да, и на дно. Все, по специям достаточно, много их не нужно. Помидор. Разрезаю на 4 части. Вот так вот. Прямо с плодоножкой и в бутыль. Когда первый слой покрылся, беру какую-то штуковину. У меня это скалка. Бабушкина. Да, ой, этой скалке уже лет 50 точно. Такая классная. Беру и трамбую, чтобы помидорчики прям раздавились, пустили сок. И продолжаю. Ух, какие сочные помидорки. Хочу сказать, хозяюшки, что руками получается намного быстрее и круче результат. Так что не стесняемся. Ручки у нас чистые всегда. Хорошо уплотняю, так, чтобы помидоры утонули в собственном соку и были полностью покрыты жидкостью. Все. И сейчас беру 1-2 столовые ложки соли и присыпаю верхушечку. Равномерно распределяю и готово. Прикрываю крышками, ставлю на тарелку, потому что будет брожение, и отношу в теплое место. На 4-5 дней будет достаточно. Прошло 5 дней. Покажу, что получилось. Помидоры перебродили, опустились. Внизу появилась вот такая вот водичка. Пахнут просто потрясающе. Сразу начинается очень сильное, обильное слюноотделение. Хозяюшки, это такой борщ зимой, что просто пальчики оближешь. А эта баночка стоит у меня 2 дня. Хочу ж показать разницу. Видите, она только начинает бродить. Почти полная, на поверхности пенка, которую я каждый день собираю. Все. Этот пусть отдыхает, а этими займемся. Помидоры аккуратно переливаю в подходящую кастрюлю. У меня вот такая вот большая. Помогаю немножко ложкой, чтобы не хлюпало сильно. Ой, как же они пахнут. Веточки укропа убираю. И здесь, хозяюшки, у нас есть выбор. Можно это перекрутить через мясорубку, можно протереть через сито, а можно, как я, ускоренный вариант. Измельчить блендером. Отлично. Какие-то 2 минутки и все готово. Сейчас покажу, что получается. Получился вот такой вот яркий, густой томатный сок, или как называют морс. Есть фрагменты семечек и кожицы. Я, хозяюшки, так и оставляю. Уж поверьте мне на слово, зимой сразу вспоминаешь лето, солнечное, теплое и веселое. Ну что, зажигаю огонь и ставлю кастрюлю.
Время от времени помешивая, кипячу томатный сок 15-20 минут. А я в это время простерилизую баночки и крышки. Морс прокипел 20 минут, и можно смело его разливать по баночкам. Под самые завязки наливаем, как говорила моя бабушка. Опа, идеально. Быстренько накрываем крышками и закатываем. Сережка, твой выход. Конечно. Мне этим всегда занимается муж. Это мужское дело. О, да. Закатывать банки – это мужское дело. Правильно, Сережка, я с тобой полностью согласна. Когда баночку закатали, переворачиваем ее. Из 2 бутылей помидоров у меня получилось литр 2, 3, 4,5 литра морса. Он такой яркий, ароматный, посмотрите, какой классный. Хорошо укутываем теплым одеялком и оставляем до полного остывания. Молодец, Сережка. To be like. Какой ты у меня красивый. Посмотрите, какие дары. Летние дары какие. Огурчики, помидорчики, сливки. Благодарю тех людей, которые это вырастили. Вот так вот. А я просто пришла на рынок и купила. Красотка. Все, поехали. У меня уже стоит большая кастрюля с водой греется. Здесь примерно 5-6 литров. Беру баночки. У меня 1,5-литровые. Хорошо их мою, не стерилизую. Чеснок. Нарезаю на дно. Примерно 3-4 зубка. Таких крупненьких. Во вторую баночку то же самое. Базилик. Прекрасное сочетание помидоры, базилик и чеснок. Попробуйте. Сюда. Прекрасно. Помидоры. Выбираю спелые, плотные помидоры. У плодоножки зубочисткой делаю несколько наколов, чтобы кожица осталась целой. Хотя, друзья, каким-то волшебным образом все равно некоторые помидорчики кожица лопается. Ну, как есть, так есть. На вкус это не влияет. Все, в банку. Так проделываю со всеми помидорами. Здесь ничего нового. Время от времени баночку струшиваю, чтобы они хорошо там уплотнились. Побольше, чтоб лезло. Конечно, нам же не маринад консервируем, а помидорки вкусные. Ближе к верху выбираю помельче помидорки. Можно немножко даже вот так вот придавить. Ничего страшного в этом нет. Сюда. И еще сверху один небольшой. Все, первая баночка готова. Поехали. Все очень быстро. А банки ты что, не стерилизуешь? Нет, на огурцы и помидоры все, что заливается кипятком, я банки не стерилизую. А зачем? Просто их хорошо нужно помыть. Так делала моя бабушка, моя мама, и я так, друзья, делаю. Все прекрасно стоит. До сих пор стоит в погребе. Вот такая вот красота. Отставляю в сторонку и продвинемся дальше. Оп, сюда. Беру банку. Это у меня 2-литровая. На дно немного чеснока. 2-3 зубка. Есть. Немного петрушки. Буквально 1 веточку. Укроп. Прямо с корзинками с семенами. Я еще такой молоденький сегодня купила. Вообще класс. Ничего не режу, просто беру и выкладываю на дно. Перцы. Я обожаю маринованные помидоры со сладким болгарским перцем. Нарезаю. Прямо вот так вот быстренько, просто хаотично. Если попадет семечко, не страшно. Это аромат и вкус. И немножко желтого. О, вот так вот получилось красиво. Помидоры. Также накалываю и в банку. Потрусили. Можно еще добавить перца слоем. Он маринованный тоже такой вкусный, кисло-сладенький, хрустящий. Просто класс. Люблю такие вещи. Да и Сережа у меня уже любит, да? Да. Ой, друзья мои, помню ситуацию, как только начали жить, мой муж не ел консервацию от слова совсем. Помнишь такое время? Да, было. Вообще он не признавал никакую консервацию. Говорит, что это невкусно. Ну, кроме сгущенки. Ага, да. А потом, когда попробовал, и говорит, о, так это оказывается вкусно. Сразу все началось. Да, конечно, вкусно. Когда это приготовлено с настроением, с душой, из хороших ингредиентов, конечно, вкусно. Сверху несколько зонтиков укропа. Все, эта баночка тоже готова.
Продвигаемся дальше, друзья. Третий вариант. Баночки. 1,5-литровые. На дно несколько листиков черной смородины. По чайной ложечке черного перца горошком. По неполной чайной ложечке душистого перца сюда. Помидоры. Также накалываю и в банку первым слоем. Сливы. Друзья, если никогда не закрывали помидоры со сливами, рекомендую попробовать. Вкусно получается и интересно. Вкус совершенно другой. Убираю косточку и половинки сюда слоем. Сливы нужно брать такие плотненькие. Снова помидоры. И сливки. Со второй банкой проделываю то же самое. Сливы. Даже знаешь, что можно в эту баночку добавить? Как думаешь, что? А в эту для разнообразия добавлю еще сладкого перца. Желтенького. Тоже будет очень вкусно. И помидорки. О, и эти баночки готовы. Красивые. Вообще шикарно. Так, вода ничего закипела, пусть кипит вода. И, о, смотри, какой красавец. Мне сказали, что в этих палочках больше всего вот этих вот масел, веществ, которые делают наши огурчики хрустящими и вкусными. Хорошо помыть нужно. Ну что, четвертый вариант? Да, я их называю элитные. Сейчас покажу почему. Опа! Баночки литровые. В каждую по 2 зубка чеснока. Листики вишни. По 2 штучки в каждую. Хрон. Листик и палочку. Укроп. А вот так вот. И сюда. Беру небольшие огурчики. Кончики и хвостики я не отрезаю. Мне так нравится больше. Зимой достаешь, и такое впечатление, что ты этот огурец с огорода принес. Можно выставлять, а можно просто набросать, как я. Так делаю во все банки. Сверху накладываю помидорки, которые тоже прокалываю зубочисткой. Такие небольшие беру. Я эти заготовочки называю элитные. Ну, потому что здесь все такое маленькое, все такое элегантное. Встряхнула, чтобы все уплотнилось. И продолжу с огурцами. Здесь уже сверху нужно немножко укладывать, чтобы больше влезло. Я смотрю, у тебя перчик есть. Да, Сережа. В несколько баночек добавлю немножко острого красного перчика. Сюда, чтобы его было видно, потому что не все любят острое. И сюда. Видно опознавательные знаки? И помидоры. Продолжу. Сколько влезет? Все, идеально. Просто идеально. Крошечки. Хороший. Тоже в баночку их. Красивые. Опа. Ставьте лайки, друзья, за такие простые рецепты. Мы уже практически все сделали. Выставляю все наши заготовочки рядышком. У меня уже хорошо закипела вода. Опа. Берем и заливаем. Полная-полная. Сверху крышка. Так поступаю со всеми банками. Готово. Сейчас беру что-то чистое, накрываю сверху. И сверху еще теплым одеялком. Оп. Оставляю так заготовочки примерно на 30 минут. Пусть хорошо согреваются. А сейчас маринад. Он будет для всех баночек одним. И все же, друзья, вкусы в этих баночках будут разные. Вода у меня хорошо закипела. Добавляю соль. На 1 литр нужно 30 граммов. У меня здесь 5 литров, поэтому 150 граммов соли. На 1 литр маринада понадобится 80 граммов сахара.
У меня здесь 5 литров, соответственно, 400 граммов. Перемешиваю и даю закипеть хорошо. А сейчас сливаю баночки. И уже, друзья, предвкушаю, будете мне писать: Аня, что ты наделала? Все вкусности вылила в раковину. Спокойно. Специй и вкусов в каждой баночке предостаточно. Всем хватит. Поэтому смелее. Опа. Какие красивые. Ой, хорошо. Уже немножко и остыли. Чудо-крышка Сережиного производства. Знаю, можно купить, но она мне такая родная, поэтому я пользуюсь ей. Первый пошел. Угу. Опа. Хорошую ты крышку сделал. Все перцы, горошины, смотри, остаются в баночке. Молодец. Нужный размер. Ну. Когда маринад хорошо закипел, прямо хорошо-хорошо, он даже прокипел у меня пару минут. Еще раз перемешаю, чтобы уж наверняка. Выключаю нагрев и вливаю 500 мл уксуса 9%. На 1 литр маринада понадобится 100 мл. У меня, соответственно, 500. Все. Снова перемешиваю. Есть. И быстренько заливаю банки. Сережечка, сейчас будет твой выход. Я уже готов. Да, друзья, в нашей семье банки закатывает муж. Я боюсь это делать. Прям полная под завязку. Поехал. Давай, любовь моя, а я продолжу. А это что за огурцы у тебя? А это у меня остались красивые огурчики, и решила сделать по рецепту Василича. Я делилась им. Для меня это самые вкусные огурцы, друзья. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Кто не пробовал, попробуйте. Вообще классные. Оливье, винегрет зимой, да и так под закусочку это просто песня, а не огурчики. Так, помидорчики, то, что надо. Да, Сережечка, ну все то, что надо. Я ж стараюсь для тебя, любимого. Баночки переворачиваю. Какие красавчики. И хорошо укутываю в одеяло. И еще вот это вот одеялко сверху. Нужно хорошо-хорошо укутать, чтобы они прогревались. Все. Оставляем до полного остывания. И зимой будем наслаждаться вкусными помидорками с огурчиками. Все. Поехали. Жарко, не жарко, хочется, не хочется, а помидорки на зиму закрывать нужно, хозяюшки. Привет, с вами Ух Ты Кухня. Так быстро помидоры я еще не закрывала, решила поделиться и с вами. 10 килограммов помыла, вода уже кипит, банки тоже помыла, ничего стерилизовать не нужно. Начнем с первого рецепта. Поехали! Берем помидоры. Я беру вот такие вот небольшие, среднего размера, плотные, упругие помидоры. Для того, чтобы они остались целыми, после заливки кипятком я их накалываю вилкой крест-накрест. Все, и бросаю в бутыль. Знаю, сейчас вы хотите задать мне вопрос, а как же специи? А в том-то и дело, хозяюшки, никаких специй. Уж поверьте, в том году закрыла на пробу эти помидорки. Это просто вкуснятина. Попробуйте хотя бы пару баночек. Вас удивит их вкус, без специй. Сначала укладываю крупные, а под конец... Такие есть. Да. Можно немножко потрусить, чтобы больше вошло. И сейчас беру и заливаю крутым кипятком. Под полные завязочки. Накрываю крышкой. И это так же само. На 2 банки мне понадобилось 3 литра воды. Накрываю крышкой и оставляю помидоры на 15-20 минут. Пусть прогреваются. Ой. Ну а теперь второй рецепт. Вы меня просили, чтобы я им поделилась. Это помидоры в собственном соку. Беру плотные хорошие помидоры и делаю надрезы. Крест-накрест. Не глубокие. И все же есть. Вот так вот. Оп. Оп. Выкладываю в подходящую посуду. И заливаю крутым кипятком. Так, чтобы хорошо покрыло томаты. Все. Класс. Прикрою крышкой на 2 минуты. Это кто спрашивал название сковородки? Да, вот один опознавательный знак. Для этого рецепта мне понадобится томатный сок. Но у меня нет соковыжималки, поэтому беру помидоры, нарезаю на кусочки. Вот так вот, грубо. Не, все некрасивое вырезаем, конечно же, хозяюшки. Готово. Ставлю на огонь. Накрываю крышкой
И тушу 15-20 минут. Время от времени перемешиваю. Что наши помидоры? Можно сливать воду. Поехали, Сережка, со мной. И сразу заливаю холодное. Прям ледяное. Да, у меня есть, только достала бутылку, немножко подтаяла. А эти баночки нужно простерилизовать. Я это делаю в микроволновке. Наливаю воду, а сюда крышки сразу. 4 крышки. Все. Это на огонь, а банки в микроволновку. 5 минут. Ох, ничего, они сейчас осядут. Только пустят сок и сразу осядет. Ну а я поехала чистить помидорки. Берем и снимаем кожицу. Проще простого, хозяюшки. Ну, я ложу камеру и тоже тебе покажу. Да, давай, потому что у нас еще одна миска залита. Красота получается. Все. А как это вкусно зимой, когда за окном холодно, а на столе воспоминания о лете. Скажите, классно. Вообще шикарно. С такими помидорками можно и борщик вкусный приготовить, и капусту потушить. И что мы еще? И просто мы их так едим, да? Вот так вот. Все рассказала. Прошло 15 минут. Закончим с этими помидорами. Маринад. Хозяюшки, даю рецепт на 1 литр маринада. Здесь у меня литр воды. Понадобится 1 столовая ложка соли с небольшой горочкой. Сюда же 4 столовые ложки с небольшой горкой сахара. 3, 4. Перемешиваю и довожу до кипения. А пока солью воду. Какие красивые, яркие. Когда вода закипела, еще раз перемешаю, выключаю нагрев и добавляю на 1 литр воды 4 столовые ложки 9% уксуса. Можно яблочный. Тогда 5. Снова перемешиваю и быстренько заливаю в бутыль. Под самые завязки, полную. Накрывай, Сережечка, крышкой. Давай. Опа, молодец. И сюда. Поехали. Теперь мой выход. Да, все, закатывай. А я пока помидорки посмотрю, что у меня здесь. Ух, красота какая. Тра-та-та. О, еще 5 минут. И измельчаю с помощью блендера. Хочу обратить ваше внимание, хозяюшки. Если у вас ножка пластмассовая, пластиковая, нельзя делать. Нужно подождать, пока остынет. А железной можно прямо 4 сейчас. ножа. 4 ножа, муж сказал показать вам. У нас блендер 4 ножа и мощность 1000 штуковин вот этих вот. Как они? 1000 ватт. Ватт. Солнышко. Так, короче, поехали. Я ж тебе все говорил. Говорил. Класс. Густой, яркий такой. Все. Какие-то 2 минуты, и томат готов. Хочу показать, какой он. Есть фрагменты семечек, фрагменты кожицы. Я таки оставлю. Можно, конечно же, перетереть через сито, но, честно, я не буду заморачиваться. Этот сок я использую в борщ, в подливку, так что можно оставить и так. Зато по времени все очень быстро. Все. Этого томатного сока много, поэтому разделю. В кастрюле оставляю 2,5 литра и снова ставлю на огонь. Видишь, какая я умница. В твоих рукавичках. И крышечки уже готовы. Опа. Вареные крышки. Так, хозяйка. О, класс. Томатный сок закипел. На литр томатного сока я добавляю 1 столовую ложку соли. Соответственно, у меня здесь будет 2,5. И на 1 литр 2 столовые ложки сахара. По желанию можно добавить несколько горошин душистого и черного перцев. И одну люблю гвоздику. Можно не добавлять, как любите. Перемешиваю. Ну и сейчас помидорки выкладываю в томатный сок. Аккуратно. Лайфхаком поделилась. О, когда уже немножко можно прямо вот так. Опа! А для того, чтобы получилось совсем вкусно, я вам рекомендую, хозяюшки, обязательно попробовать подливку на свой вкус. Никто вам не даст идеального рецепта, только ваши вкусовые рецепторы. У меня уже слюнки текут. Вкусно. Когда в кастрюле все закипело, варим ровно 5 минут, не больше, чтобы помидоры остались плотными, целыми и красивыми. Все, я прямо время засекла. По истечении 5 минут можно уже раскладывать помидорки по банкам. Аккуратно. Кастрюля продолжает все кипеть. Мои хорошие.
И еще один, да? Опа. Осторожно. Заливаю томатным соком. Прям хорошо-хорошо, полные баночки. Накрываю крышкой и продолжаю. Все делается очень быстро. Ну а теперь, Сережка, Поехали. в темпе вальса. Хочу, чтобы помидоры остались все целыми. А, красота у меня здесь. Банки переворачиваю. Видите, сколько у меня сегодня заготовочек? Ух. И хорошо укутываю. Прям хорошо-хорошо одеялком. Вот так вот. И вот так. Оставляю на сутки до полного остывания. Ставьте лайки, друзья. Нам с Сережкой жарко, конечно, невыносимо.